В момент, когда самолет отрывается от земли, большинство людей испытывают облегчение. Колеса покидают взлетную полосу, город начинает уменьшаться, и большая часть пассажиров думает, что самое сложное уже позади. Однако на самом деле все наоборот. Самый опасный момент в авиации – это первая минута после взлета. Причем эта минута не сопровождается ни тряской, ни пугающими явлениями. Чаще всего она проходит тихо и спокойно. Момент, в который никто не испытывает сомнений, на самом деле является самым опасным. Прежде чем приступить к рассказу, понравится ли вам видео, подпишитесь на канал, чтобы наши видео появлялись чаще. Приятного просмотра! В этот тихий момент самолет еще не достиг достаточной высоты и по-прежнему очень тяжелый. Он заправлен топливом, двигатели работают на максимальной мощности, то есть если возникнет проблема, улететь некуда. Нет времени, нет расстояния, которое можно было бы компенсировать. Все сводится к секундам. Если произойдет какая-то неприятность, все закончится в мгновение ока. Люди обычно боятся высоты, однако настоящий риск во время полета – это не высота, а недостаток высоты. Самолет, только что оторвавшийся от земли, находится в наиболее уязвимом состоянии. Он не является ни полностью безопасным, ни полностью лишенным риска. Этот переходный момент является самым критическим этапом в авиации. Пассажиры почти не замечают эту минуту. В салоне тихо, никто не паникует. Те, кто смотрит в окно, любуются видом. Но в кабине пилотов царит совсем другой мир. Пилоты многократно отрабатывают этот момент во время тренировок, потому что в эту минуту нет места для ошибок. Каждый полет проходит через эту минуту. Она наступает тихо, проходит тихо. И если ее пропустить незаметно, полет становится статистически гораздо безопаснее. Но что, если в эту первую минуту что-то пойдет не так? Вот в чем заключается главный вопрос. В первые 60 секунд после взлета самолета самым большим врагом пилотов является время. Потому что в этот момент самолет еще не набрал нужную скорость и не достиг достаточной высоты. Даже если двигатели работают, все системы находятся под максимальной нагрузкой. Малейшая неисправность может привести к цепной аварии. Проблема с двигателем, которая может возникнуть на этом этапе, несравнима с поломкой на большой высоте. Находясь в воздухе, пилоты имеют время на раздумья, у них есть альтернативы. Но сразу после взлета такой роскоши нет. Решение принимается мгновенно. Вступают в действие заранее заученные процедуры, потому что в этот момент принять решение, обдумывая все, практически невозможно. Поэтому пилоты называют этот момент критическим окном. Высота, необходимая для разворота самолета, еще не достигнута. Скорость, необходимая для продолжения полета, находится на пределе. Этот промежуток является самым узким и самым чувствительным в авиации. Пассажиры этого не чувствуют, ведь в этом и заключается цель системы. Кризис должен быть разрешен, не отражаясь на пассажирах. В авиации лучший кризис – это кризис, который никто не замечает. Поэтому в большинстве полетов эта первая минута проходит без проблем, и никто не замечает, насколько сложен баланс, который стоит за ней. Но статистика не обманывает. Самые сложные решения принимаются на самой низкой высоте. И эти решения часто принимаются за несколько секунд, которые проходят незаметно для пассажиров. Именно поэтому самая опасная минута полета – это момент, когда люди наиболее спокойны. Нет ни паники, ни страха. Есть только обучение, дисциплина и рефлексы, отработанные до секунды. Когда эта первая минута проходит, полет вступает в гораздо более безопасную фазу. С увеличением высоты увеличивается количество вариантов. Время начинает работать в пользу пилотов, поэтому пилоты называют эту минуту критическим окном. Высота, необходимая для разворота самолета, еще не достигнута. Скорость, необходимая для продолжения полета, находится на пределе. Этот промежуток времени является самым узким и самым чувствительным в авиации. Опытные пассажиры интуитивно знают об этом. Сразу после взлета они не расслабляются. Они тихо ждут, пока пройдет первая минута. И чаще всего, не осознавая этого, они глубоко вздыхают, когда этот момент проходит. Вы тоже это переживали, возможно, много раз. Но, скорее всего, вы этого не замечали, потому что безопасность полета работает незаметно. Лучшие системы – это незаметные системы. Лучшие пилоты – это пилоты, которые не пугают вас. В следующий раз, когда колеса самолета оторвутся от земли и все будет выглядеть нормально, вспомни об этом. Самый сложный момент на самом деле только начался. И если ты все еще в воздухе, значит он уже позади. Но еще одна проблема, с которой люди сталкиваются чаще всего, это продолжение набора высоты самолетом. По мере подъема самолета напряжение возрастает, но на самом деле мы поднимаемся на более безопасный уровень. Так почему же мы боимся? Потому что человеческий мозг не примиряется с высотой. Ум, привыкший тысячелетиями жить на Земле, воспринимает подъем не как безопасность, а как опасность. По мере подъема самолета, даже
Даже если наше тело знает, что мы в безопасности, наш мозг продолжает подавать сигналы тревоги. Кроме того, во время взлета это ощущение усиливается, потому что одновременно происходит ускорение, подъем под прямым углом и звук двигателя. Мозг объединяет эти три сигнала и думает: «Я не контролирую ситуацию». Потеря чувства контроля является основным триггером страха. Еще одной причиной является быстрое исчезновение визуальных ориентиров. По мере подъема над землей здания становятся меньше, дороги исчезают, линия горизонта становится неопределенной. Мозг затрудняется измерить расстояние и высоту. Эта неопределенность еще больше усиливает ощущение опасности. Между тем, самолет входит в безопасный диапазон работы, для которого он был спроектирован. На самом деле, самолеты чувствуют себя наиболее комфортно не вблизи Земли, а на большой высоте. Двигатели работают более эффективно, воздух более стабилен, и у пилотов гораздо больше возможностей. Высота в авиации – это не риск, а страховка. Но наши инстинкты этого не знают. Они по-прежнему считают, что близость к Земле безопаснее. Поэтому, когда самолет набирает высоту, наше сердце начинает биться чаще, ладони потеют, и мы чувствуем, что происходит что-то неладное. Однако именно в этот момент полет статистически вступает в самую безопасную фазу. То есть то, чего мы боимся, на самом деле не является реальностью, а лишь привычкой, унаследованной нашим мозгом из прошлого. Напряжение, которое усиливается по мере набора высоты самолетом, свидетельствует не о возрастании опасности, а о включении наших инстинктов. И хотя это чувство является временным, его испытывают практически все. Еще одно заблуждение людей заключается в том, что они думают, будто самолет ускоряется при заходе на посадку. Однако то, что происходит в кабине и на приборах, показывает прямо противоположное. Во время посадки самолет на самом деле постоянно замедляется. Мощность двигателя снижается, а зачастую даже доводится почти до уровня холостого хода. То, что самолет снижается к земле, создает в нашем мозгу ощущение ускорения. Это происходит потому, что человеческий разум часто путает вертикальное движение с горизонтальной скоростью. Движение вниз подсознательно ассоциируется с неконтролируемостью и ускорением. Еще одна причина – визуальное восприятие. По мере приближения самолета к земле, взлетно-посадочная полоса и окружающие объекты кажутся движущимися гораздо быстрее. Здания, огни и линии проносятся перед глазами все быстрее. Это визуальное увеличение скорости заставляет мозг делать вывод, что самолет ускоряется. Между тем на приборах мы видим прямо противоположное – скорость постоянно снижается. Кроме того, во время посадки крылья принимают другую конфигурацию. Закрылки открываются, сопротивление воздуха увеличивается, и самолет создает большее сопротивление. Это обеспечивает контролируемое замедление. Однако эти механические изменения не видны пассажирам, поэтому они ощущают только напряжение, вызванное приближением к Земле. Поэтому момент посадки для многих людей вызывает даже большее напряжение, чем взлет, потому что мозг на подсознательном уровне воспринимает снижение как опасность. Приближение к Земле усиливает ощущение потери контроля, а это, в свою очередь, повышает уровень тревоги. Но в кабине пилотов и на приборах картина совершенно ясна. Во время посадки самолет не ускоряется. Напротив, тяга двигателей постепенно уменьшается, сопротивление воздуха увеличивается, и самолет с каждой секундой замедляется все более контролируемо. На самом деле именно в этот момент происходит самый планируемый, самый точно рассчитанный и самый мягкий процесс замедления во всей авиации. Вот почему посадка не так хаотична, как может показаться. Наоборот, это процесс, каждая секунда которого заранее просчитана, а каждый шаг многократно отработан. Для пилотов посадка – это не момент полной неожиданностей, а результат обучения, опыта и дисциплины. А напряжение, которое ощущает пассажир, возникает не из-за поведения самолета, а из-за восприятия, которое мозг создает, пытаясь нас защитить. В следующий раз, когда вы будете садиться, вы вспомните, что то, что казалось ускорением, на самом деле является контролируемым замедлением, и улыбнетесь. Если хотите улыбнуть и меня, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Чем больше будет лайков и подписок, тем быстрее будут выходить новые видео. И напоследок вопрос от меня. Какой момент во время полета пугает вас больше всего? И почему? Давайте обсудим это в комментариях. До встречи в следующем видео.